Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас на вебинаре. Сейчас мы посмотрим с вами, как отражается пилотный проект и какие операции нам необходимо сделать в программных продуктах фирмы Камин для того, чтобы у нас с июля месяца все были документы и реестры, и заявления в полном порядке, да? Итак, вначале мы начнем реализацию этого проекта с Камина 3.5 и Камина 3.0. Это два похожих программных продукта. Для начала, что нам необходимо сделать для реализации проекта? В Камине 3.5 и Камине 3.0 нам необходимо установить дату участия пилотного проекта вашего учреждения или вашей организации. Для данного мероприятие нам необходимо что сделать? Зайти в справочник учреждения или в справочник организации, поставить, что мы являемся участниками пилотного проекта с 1 июля 2018 года, проверить, все ли регистрационные номера у нас соответствуют для каждой организации, то есть регистрационный номер ФСС, да, дополнительный код ФСС для обособленных подразделений, код подчиненности. Для пользователей программного продукта Камин 3.5 обязательно зайти в статьи затрат и у Фонда социального страхования, статьи затрат 213, поставить «Финансируется за счет средств ФСС». Итак, рассмотрим с вами пример реализации проекта, а именно расчет больничного листа. Как и прежде, расчет больничного листа вы делаете в документе «Расчет по среднему». Все делаете как и раньше. Разница только идет в том, что нам необходимо обязательно заполнить данный листка нетрудоспособности и создать заявление. Если у вас подключен электронный листок нетрудоспособности, то можно сразу же загрузить данные листка нетрудоспособности в больничный лист. Каким образом мы заполняем данные? Обязательно в заполнении данных у вас должны быть дата выдачи больничного листа заполнены. То есть все сведения с бумажного листа должны быть заполнены. С электронного листка нетрудоспособности все эти данные заполнятся автоматически. То есть должно быть заполнено медицинское учреждение, ОГРН медицинского учреждения, адрес, период нетрудоспособности, лечащий врач, фамилия, имя, отчество и должность. И с какого числа работник у вас приступает на работу после окончания больничного листа. По кнопке заявления из больничного листа вы можете сразу сформировать заявление. Извините, пожалуйста. Сформировать заявление о выплате пособия, или оплаты отпуска, да, больничного по беременности и роду. Вы выбираете документ, вы выбираете сотрудника, но если это делаете вы из документа начисления больничный лист, то сотрудник автоматически проставляется. Если у вас наименование организации очень длинное, вы можете поставить признак о выводе краткого наименования организации. Устанавливаете дату заявления. С этой даты у вас идет 5 дней на перечисление реестра, то есть отправку реестра в фонд социального страхования. Обязательно выбираете фонд социального страхования. Выбираете порядок перечисления в кредитную организацию или почтовым переводом. Когда вы выберете в кредитную организацию, у вас автоматически должен подобраться банк и лицевой счет данного сотрудника. И ниже вы должны указать обязательно контактный телефон вашей организации или работодателя. Листок нетрудоспособности указать, номер листка, дата выдачи, какой формат, на бумажном или электронном носителе. Дальше в помощнике заявления, если вы выбираете, например, пособие по беременности и родам, если к пособию по беременности и родам вам выдали справку на ранних сроках, когда женщина встает на учет, да, вы можете здесь завести сразу же данные
этой справки и от какого числа она выдана. Вот я вам сказал, что про лицевые счета сотрудников необходимо, чтобы автоматически выходили банковские счета, лицевой счет данного сотрудника. Для этого необходимо всем проверить обязательно лицевые счета сотрудников. У вас должен проставлен быть признак, что используется для перечисления ФСС. Если у вас используется национальная платежная система МИР, то вы должны указать номер карты национальной платежной системы. Далее, если у нас отпуск до 1,5 лет, рассчитывается он, как и прежде, одним документом, расчетом среднего. Выбирается ребенок, указывается первый это ребенок или второй. Рассчитывается сразу же на полный период, то есть календарь и периоды у вас должны быть заполнены. Формируется также заявление. Можно сформировать заявление сверху. Также все заявления, реестры можно формировать из общего документа, из общего журнала. На второй закладке пилотный проект у вас появится с 1 июля. Называется реестр больничных листов, заявление о выплате пособий и заявление о возмещении расходов, описи документов и заявлений. На данный момент, если вы щелкнете в своих программах на вторую панель журнала общего, вы не увидите пилотный проект, эту закладочку, так как у вас еще не наступил период регистрации, то есть 1 июля 2018 года. Тогда мы можем с вами зайти в документы, пилотный проект ФСС и также выбрать реестры больничных листов, заявление о выплате пособий ФСС. Примеры заявлений. Да, у нас есть заявление на заболевание или травма, пособие по беременности и родам, пособие вставшим на учет ранее сроки беременности, пособие при рождении, отпуск по уходу до 1,5 лет, производственная травма, отпуск сверхежегодного на весь период взыскания трудоспособности. То есть вы можете через заявление заходить, выбирать сотрудника, выбирать его документ, ставить дату заявления, выбирать фонд социального страхования, как перечислять и дополнительные данные вносить, если есть необходимость. Какие у нас есть реестры? Реестры для назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Итак, в этом реестре что вам необходимо сделать? Вы выбираете документы за период, например, с 1 июля по 10 июля, если мы выгружаем за этот период первый раз больничные листы. Нажимаем кнопку «Заполнить». У нас подбираются всеми сотрудниками, у которых уже назначены больничные листы, рассчитаны, да, проведены в базе. По кнопке «Контроль» мы можем проверить правильность заполнения всех данных. Если вдруг у вас будут не заполнены даже паспортные данные, кем выдан, дата выдачи у сотрудника, то программа вам выдаст ошибку, что не проходит контроль, отправлено не будет. Также данные по листку нетрудоспособности, то есть дата листка нетрудоспособности, период, номер, если вы забыли заполнить. То есть программа будет контролировать вас и ваше заполнение данных. В самом реестре листка нетрудоспособности мы можем увидеть, что есть период, да, освобождения от работы, даты выхода на работу. Также, если это реестр по пособию по беременности и родам, мы можем внести, если у нас есть данные справки о постановке на учет в ранние сроки беременности. Если нет справки, вносить не надо. В реестре назначения при рождении ребенка хочу обратить внимание, если вы больничные листы, больничный по беременности и родам, отпуск до 1,5 лет, вы в программе будете рассчитывать, вы его будете обязательно рассчитывать для того, чтобы взялся средний, рассчитался, зафиксировался период
который не является к рабочему времени, да, то есть чтобы, соответственно, буквы проставились больнички, либо по беременности и родам, то назначение при рождении ребенка вам начислять не надо. Вам необходимо просто создать реестр, выбрать сотрудника, и программа вам заполнит данные, то есть вы заполняете данные на дату. Реестр для назначения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, он берется из расчета. Вот смотрите, видите, у меня контроль был нажат и знак восклицания желтый. То есть у меня есть проблемы в данном реестре. То есть он отправку не пройдет. Если вы заметили, то документы для пособия, свидетельство о рождении, справка от другого родителя, да, с его места работы, о том, что он не получал, получать не будет. Справка о рождении – это новые документы, в которых мы раньше с вами не сталкивались. Например, в пособии до 1,5 лет мы обязательно теперь должны указывать ребенка. В дополнительных сведениях также мы можем увидеть расчетный период, средний заработок, как рассчитался, данные о кадровом приказе и продолжительности отпуска. То есть желательно вносить кадровый приказ по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так вот, если вы заметили, у нас появились с вами дети, у нас появились данные на детей, да, документы. То есть, что мы должны сделать? Мы должны обязательно в справочнике сотрудники на закладке «Документы», у нас появится закладка «Документы для получения пособий ФСС пилотный проект», добавить необходимые нам документы. Например, справка от другого родителя, свидетельство о рождении, приказы о послеродового отпуска, решение об усыновлении, установке опеки, свидетельство о смерти, о рождении, справка о рождении по форме 24, 25, 26 и другие. То есть все документы, которые вам сдают, вы должны завести сотруднику. Можно даже прикрепить скан данного файла, чтобы потом не искать, не сканировать, и если вдруг нужно по требованию бот проверки показать, либо отправить по запросу. Также необходимо завести всех детей со статусами сын это или дочь, да, кто является, дату рождения обязательно указать, для того, чтобы потом, когда вы будете уже формировать больничные листы, отпуска до 1,5 лет, у вас не было проблем с этими данными. И самое главное, как реестры нам отправлять. Отправить реестры можно 3 способами, да, то есть в данной конфигурации Comin 3530 первый способ – это выгрузить файл. То есть мы указываем внизу любого реестра каталог, куда мы выгружаем. Например, на диск C, на флешку, либо на другой каталог, куда вам удобно. Вы формируете файл уже в спецоператорах, в контуре, тензоре или 1С отчетности из бухгалтерии. Вы прикрепляете этот файл и отправляете в фонд социального страхования с электронно-цифровой подписью руководителя либо представителя по доверенности. В данной конфигурации теперь ЛН реестр мы отправлять не будем. Если мы раньше, например, электронные листки нетрудоспособности получали, на данный момент мы также их получать будем. Данные по листку нетрудоспособности в больничном листе у нас заполнены будут. Но отдельный реестр по ЛМ нам отправлять уже не надо. Мы будем просто отправлять реестр на пособие. И поэтому из данной конфигурации автоматически отправить уже у нас не получится, потому что это уже другой портал, это другие уже данные мы передаем в фонд социального страхования. Следовательно, мы будем только через операторов. Так вот, перейдем же сейчас к конфигурации, которые позволяют отправлять даже не только через операторов, также через оператора Калуга Астрал, только с помощью 1С отчетности. Это конфигурации 5.5 и 5.0. Для того, чтобы настроить конфигурации 5.5 и 5.0, нам необходимо в справочниках, учреждения, организации указать дату начала пилотного проекта, в настройках учета указать данную галочку поставить. Да? В организации мы поставили, что учреждение участвует в пилотном проекте с такого-то числа. Участие в пилотном проекте в параметрах 5.0.
И также в организации, в справочнике фирмы, участие пилотного проекта только у нас будет с 2018 года. Обязательно опять проверяем регистрационные номера ФСС, дополнительный код, если у кого есть, и код подчиненности. Расчет больничного листа производится таким же образом, как и раньше вы производили. В расчете больничного, в расчете пособия вы будете видеть и за счет работодателя суммы, и за счет фонда социального страхования. Но проводиться они на выплату, на удержание НДФЛ, эти суммы не будут. Они нужны здесь только для того, чтобы вы могли сверить данные, которые пойдут уже в реестр. Чтобы вы видели, правильно ли прошел расчет. Да? Также данные по листку нетрудоспособности можно заносить вручную с бумажного носителя, либо можно загрузить из файла, если вам предоставляется электронный листок нетрудоспособности. Напрямую с вашего личного кабинета работодателя вы можете загрузить данные, то есть у вас будут все данные загружены. И также вы на каждом больничном можете сразу же сформировать заявление на расчет и выплату пособия. Итак, например, когда мы данные листка нетрудоспособности перейдем с вами, мы видим также дата выдачи, причина нетрудоспособности, тип документа, бумажный он или электронный, да, оригинал он, не оригинал, то есть дубликат. Может быть это по совместительству листок нетрудоспособности. Мы обязательно должны, если бумажный заносим, занести медицинскую организацию, наименование учреждения, УГРН должно быть проставлено, адрес нахождения данного учреждения, лечащий врач, должность врача и идентификационный номер. И с какого числа приступает к работе работник уже у нас. Да? В заявлении аналогичным образом, если мы делаем заявление из больничного листа, у нас сразу же выбирается вид пособия заболевания или травма, документ, расчет пособие по временной нетрудоспособности ссылается на именно этого сотрудника, этот документ. Как перечислять вы выбираете в кредитную организацию, либо почтовым переводом. Если в кредитную организацию, то обязательно банк, счет должен быть. Если у вас также пособие по беременности и родам, вы делаете заявление, то у вас есть возможность указать справку о постановке на учет в ранние сроки беременности. И тоже сформировать заявление. Напоминаю, как здесь, также как и в 3.5, мы должны в лицевых счетах у сотрудников указать, что используется для перечисления ФСС. Для пользователей национальной платежной системы карт МИР обязательно завести номера карты. Где же найти журнал всех этих реестров, заявлений, да, вот этих пособий по пилотному проекту? Если заявление мы можем создать прямо из больнички, из расчета, из документа, то, например, заявление на рождение ребенка сделать, реестр сформировать при рождении ребенка, нам необходимо зайти на меню «Отчетность», найти пилотный проект. Также он будет активен с июля. Если вы его не находите, то в настройке данной закладки, настройки навигации добавить необходимые поля. И здесь у нас уже есть весь журнал пособий за счет ФСС, есть реестр сведений, то есть где реестры хранятся, есть заявление, журнал заявлений о выплате пособий. В заявлении о выплате мы также можем выбрать заболевание это или травма, пособие по беременности и родам, пособие, вставшим на учет на ранних сроках беременности и так далее. То есть формировать можно заявление, мы выбираем вид пособия, выбираем сотрудника. Если есть документ на этот вид пособия, например, по беременности, его заболевания, мы выбираем документ, чтобы оттуда пошел средний заработок. Если это у нас пособие при рождении, то документа начисленного пособия при рождении у вас не будет. К примеру, вид пособия отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. У нас указывается на дополнительных сведениях приказ на отпуск, с какого по какое число. Если вдруг это у вас не полное рабочее время, то размер ставки обязательно указать надо. Также прилагаемые документы: свидетельство о рождении, справка от отца о неполучении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Эти данные нам необходимо внести.
Документы также вносятся в карточке сотрудника. Документы для пособий ФСС. Вы можете указать все необходимые вам документы. Также реестр для назначения пособий по временной нетрудоспособности. Мы можем нажать кнопочку с вами «Контроль». И если вдруг что-то у нас не проходит, программа нам будет это сообщать. Для того, чтобы сформировать файл через других операторов, не 1С отчетность, в настройке вы должны обязательно указать, конечно, телефон, адрес электронной почты и каталог, куда вы будете выгружать данный файл для отправки в фонд социального страхования. Напоминаю, 5 дней у вас от даты заявления есть на отправку реестра. Если мы захотим, например, реестр пособия по беременности и родам, у нас нет сейчас больнички, но нам принесли справку чуть позже, справка о постановке на учет в ранние сроки беременности. Мы можем отдельно создать реестр на данный вид пособия. То есть мы сразу же создаем реестр, показан пример, что никакого пособия пока у нас нет, у нас только есть ранние сроки беременности, то есть по беременности родом, например, мы выплатили чуть ранее, отправили реестр, со справочкой у нас задержались или принесли позже. Реестр при рождении мы обязаны также формировать отдельно от больничных листов, выбираем просто сотрудника, все его данные проверяем, что все заполнилось. Выбираем ребенка, на которого у нас реестр формируется. Обязательно ребенок должен быть занесен в справочнике у сотрудника. Его данные, свидетельство о рождении тоже должно быть занесено. И очередность, какой это первый ребенок или нет. Отправить, сформировать файлы можно, как и в прошлой программе я показывал, на 1С. Выгрузить на сайт, выгрузить на сайт ФСС через контур, тензор, 1С отчетность. Вот 1С отчетность позволяет напрямую нам отправить из программы. Просто нажать на кнопку «Отправить через 1С отчетность», и мы отправим реестры, можем оперативно отправлять, получать электронные больничные листы, то есть все работать оперативно. Если вы используете другого оператора, то вам необходимо выгружать данные в файл на локальный диск или на флешку, да, и формировать файлы, там уже загружать и отправлять. 1С отчетность в камине только 5.0 и 5.5 позволяет работать. Таким вот образом будут видны там реестры сведений для начислений пособий. Мы будем их отправлять прямо из программы. То есть можем, да, их отправлять. Кроме того, что все отчеты, тот же отчет 4 ФСС мы можем отправлять прямо из программы через оператора Калуга Астрал. Также РСВ, 6 НДФЛ, все остальные отчеты. И вот, то есть сервис 1С отчетность вкратце. Сервис 1С отчетность — это быстрая, удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности прямо из программ 1С, из бухгалтерии и из зарплаты. Но из зарплаты, сразу же скажу, из каминов 5.0 и 5.5 только. Что еще позволило в течение вот уже таких инноваций за текущий год, за целый год, то есть с июля 2017 по июль 2018, мы можем получать электронные листки нетрудоспособности, отправлять реестры по пособиям напрямую из нашей базы и получать ответы из фонда социального страхования. То есть нам не надо заходить в отдельного оператора и проверять. Дополнительного ПО она не требует. Знакомый 1С-шный интерфейс. Сдача отчетности прямо из 1С. То есть вы даже можете без 2 минут 12 успеть сдать отчет. Не пока вы выгружаете, пока у вас загружается другое программное обеспечение и отправляется оттуда. Удобная процедура обновления сервиса, то есть 24 часа поддержки. Пользователь круглосуточно может пользоваться поддержкой 1С отчетности, то есть в любой момент могут подсказать операторы по 1С отчетности, что если у вас возникнут какие-то вопросы. Вот только до 30 июня пока информация известна, что до 30 июня действует акция для юридических лиц, что стоимость 1С отчетности 1950 у нас на год. А так полная стоимость у нас идет 1500 для ИП, 3900 для тариф для юридических лиц.
Пользователям ИТС Проф, кто подписывается на ИТС Проф, бесплатно на срок действия договора. Пока ИТС у вас есть подписано, да, срок договора есть, продлевается, то вы можете пользоваться бесплатно. Только нужно установить, если вдруг у вас не установлено. Возможности сервиса, как я вам говорил, то есть отправка всех отчетов, неограниченное количество уведомлений СМС, сверка с налоговым пенсионным фондом, выписки всякие, электронные документы, оборот с контрагентами, ну и так далее. То есть переписка с фондами также.